Hepimiz senin için geldik. Herkes hatasının farkında. Senden af dilemeye geldik. Ve hiçbiri bana inanmadı. Benim para için sizin babanızla evlendiğime inandınız. Bir aile olalım tekrar. Gözünü seveyim Sumru. Bir şans ver bize. Hadi gidin buradan. Hepiniz gidin buradan. Beynindeki kitleyi niye söylemedin? Vakit kaybetmeyelim, olur mu? Zamanla yarışıyoruz. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что сделает госпожа Сумру, когда увидит перед собой свою семью? Простит ли госпожа Сумру своих детей и господина Тахсина, которые не верили в нее? Смогут ли Тахсин и Файнс убедить Сумру вернуться? Поймет ли госпожа Хикмет ложь, сказанную Халилом? Продолжит ли Канан видеться с Халилем после того, как услышала его ложь? Будет ли сохраняться близость между Тюрканом и Беньямином? Действительно ли Эсад искренен в своем подходе к Эсме на этот раз? Выберет ли она путь хорошего человека и выйдет ли замуж за Назыма? Вернутся ли Севилай и Нух в Каппадокию? Узнает ли его близнец Мелек и другие о болезни Ноя? Приведет ли опухоль в мозгу Ноя к его смерти? О чем же в конце концов поговорит эта дама и с чем она согласится с Халилем? Кто эта женщина, которая предположительно является невестой Джихана? Что произойдет, когда Мелек узнает об этой девушке? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы госпожа Сумру простила свою семью, вернулась к ним и была очень счастлива с господином Тахсином, а Нух поскорее выздоровел и женился на Севилай, чтобы от его прежнего агрессивного поведения не осталось и следа, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Госпожа Сумру будет очень удивлена, обнаружив перед собой свою семью, когда она меньше всего этого ожидает. Когда Мелек оправится от шока, она скажет, что они все осознали свою ошибку и пришли извиниться. Сумру вежливо приглашает их всех войти и обнимает их всех по одному, за исключением Тахсин-бея. Господин Тахсин не знает, как заставить госпожу Сумру простить его, поэтому он ждет единственного слова, которое вылетит из ее уст. Но Сумру Ханем была особенно зла на него и испытала самое большое разочарование, когда поверила ему. После того, как все войдут и сядут, они извинятся перед Гэжой Сумру и попросят прощения. Госпожа Сумру очень рассердится после этого разговора и скажет, что не может их простить и будет очень зла. Наконец, когда женщина говорит Сумру, что они хотят, чтобы она пошла с ними, она злится еще больше и говорит, что не может простить этого и заставит их пожалеть о своем приходе и выгонит их из дома. Жена Соня будет очень расстроена этой ситуацией, но когда она поставит себя на место дочери, она согласится. Тахсин-бей и дети вернутся в Каппадокию в очень плачевном состоянии, так и не забрав оттуда Сумру Ханем. Халиль в спешке покинул отель, в котором остановился после того, как его избил Джихан. Потому что теперь она также знает, что старый друг Сумру, Нилай, раскрыл все факты и позаботился о том, чтобы все об этом узнали. Он укроется в комнате госпожи Хикмет и продолжит придумывать для нее ложь. Вместе с Хикметом Халилом они слушали, как Джиханлар рассказывал правду о Халиле. Когда Хикмет услышал эти разговоры, он тут же пошел в свою комнату и попросил Халиля объясниться. Как всегда, Халиль продолжил играть и лгать, заставив Сумру поверить, что он нанял эту женщину в качестве лжесвидетеля за деньги. Однако Хикмет очень умная женщина, если она не сошла с ума от любви, то вскоре поймет, какой обманщик Халиль, и выгонит его. Поскольку Халиль знает об этом, он сблизится с Канан и попытается наладить с ней отношения на некоторое время. Пока весь мир обсуждает ложь, сказанную Халилем, Канан тоже узнает о ней и немедленно потребует от Халиля отчета. Халиль обманет чистое сердце Джанан, придумает для нее другую ложь и повторит то, что он сказал Хикмет Ханем. Поскольку Канан удовлетворена вниманием Халиля, она прекратит говорить об этой лжи, не подвергаясь слишком тщательному допросу. В то же время Беньямин флиртует с Тюркан при каждой возможности, дает ей новые обещания, а когда Канан замечает браслет, который он в последний раз купил для Тюркан, он реагирует на то, что она отдает его ему.
Чтобы угодить ей, Беньямин смягчит ее сердце, сказав: «Я куплю тебе браслет и костюм, которые ты хочешь». Тюркан продолжит сближаться с Беньямином и искать поводы для новой встречи. После недавних событий Эсад понял, что был очень несправедлив к своей семье, особенно к Эсме. Несмотря на то, что ее семья всегда рядом с ней, Эсма определенно не хочет даже разговаривать с Эсатом. Эсма, чье сердце было разбито, не приняла предложение Эсата, сделанное ей на коленях перед всеми, и ушла, чем очень расстроила Эсата. Он будет стараться изо всех сил, чтобы завоевать сердце Эсмы, но в конце концов чувствительное сердце Эсмы не выдержит его, и она в конце концов простит его. Харика, с другой стороны, поняла, насколько дерзкой она была в своем последнем предупреждении от Назема, и начала отступать от огромной ошибки благодаря любви. Когда Назем увидит, как она стремится стать лучше, он полюбит ее еще сильнее. И эти отношения с каждым днем будут приближаться к браку. Эти два брата станут хорошими людьми и помирятся со своими старшими братом и сестрой. 4 брата сотрут прошлое и начнут действовать сообща, как единое целое. Благодаря неудачному совпадению Севилай узнал, что у Нуха опухоль в мозгу и что его состояние критическое. Он не скажет об этом Ною сразу. Они решат составить новый план, чтобы вместе вернуться в Каппадокию и пожениться. Во время остановки в дороге Севилай спросит Нуха, почему он скрыл от нее опухоль в своем мозгу. Ной скажет это и объяснит, что он не хотел никого расстраивать. Как только Севилай вернется в Каппадокию, она поделится этой ситуацией с Мелек и Джиханом. Услышав это, ангел очень забеспокоился о Ное и начал горько плакать. Джихан и Севилай сначала успокоят его, а затем поговорят о том, что они могут сделать, чтобы убедиться, что с Нухом все в порядке. Ною предстоит очень сложная операция из-за опухоли в мозге. Несмотря на то, что во время этой операции могут возникнуть некоторые осложнения, Ной выздоровеет. Я думаю, что проблема со здоровьем Ноя станет для Сумру Ханым возможностью вернуться в Каппадокию. Несмотря на то, что Сумру сердится, она не оставит сына одного в это трудное время и будет очень переживать из-за того, что может его потерять. Наконец, женщина встретится с Халилем и предложит ему деньги, которые он хочет отослать из Каппадокии. Халиль прибежит на эту встречу и попросит у женщины большего. Наконец, женщина могла узнать о его встречах с Каной от самой Каны. Когда Канан попадет в беду, она расскажет Наджи Ханым о том, что она пережила с Халилом, и что она находится в сложной ситуации, и только Наджи Ханым может спасти ее. Халилу наконец-то удается получить неожиданный удар от своей жены и добиться ее наказания за изнасилование, которое она совершила много лет назад. Халиль может приехать сюда со страстью вымогать деньги и оказаться в тюрьме по собственной вине. В отель пришла молодая женщина, представившаяся невестой Джихана. В этот момент там находится Беньямин, и поначалу он будет шокирован и не сможет отреагировать. После этого он спросит, кто эта девушка, и что Джихан женат, и они ждут ребенка. Девушка может сказать ему, что они с Джиханом любовники за границей и что они помолвлены. Мелек, которая знает об этой ситуации, придет в ярость от ревности и немедленно приедет в отель, чтобы показаться. Джихан, с другой стороны, скажет девушке, что все произошедшее осталось в прошлом, что он любит Мелек и поэтому женится на ней и родит ребенка и захочет отослать ее. Как вы думаете, убедит ли эту девушку речь Джихана и она уйдет? Или он останется и испортит отношения Мелек и Джихана? Как отреагирует семья Сумру на то, что она выгнала всех из дома? Пожалеет ли госпожа Сумру об их увольнении? Поженятся ли Нух и Севилай, как только оправятся от болезни? Простит ли Эсма Эсата или захочет развестись с ним? Окажется ли Халиль в тюрьме, где он того заслуживает? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.